그래서 다음까지 이거 만들면 해드릴까요? 빼봐봐. 이거 이거 빨리 상자. 看一下我们家的款，37型国标 A 类头盔。这个货是可以拆卸的。37型国标 A 类头盔，同款头盔正在直播。 Друзья, всем привет, на связи. Каждый новый день нас приближает к лету, и уже не за горами тот сезон, когда сотни, тысячи моноколесников с разных уголков города и мира вывалят на улицы. И вот тогда начнется самая жара. Сегодня в этом ролике я расскажу, покажу, опишу свои впечатления, цены, настрой, мысли по поводу покупки вот этого вот нового летнего шлема на AliExpress. Я его сравню с моим старым шлемом, скажу, какой из них я оставлю себе, какой из них я продам. Интересно? Не переключаемся, погнали. Друзья, 10 секунд видео распаковки этого шлема, который пришел в AliExpress. Ничего тут, никаких коробок нету. Вот такой вот полиэтилен мощный просто. Распаковывал я 10 минут, но вам урезал, можно сказать, в 100 раз. Ничего как бы сверхъестественного. Приклеили, прилепили, привинтили, козырек, хопа, и все, и погнали. И ничего тут стучать молотком или допиливать напильником не нужно. Шлем на первый взгляд добротный, да, такой мощнецкий. И по сравнению с моим прошлым летним шлемом, он такой более, знаете, так сделан увесисто и монолитно, если так можно сказать. По деньгам следующий ценник. Этот шлем на AliExpress на сегодняшний день стоит 2250 гривен. Это 56 баксов по курсу на сегодняшний день. Мне он обошелся в 1900 гривен, то есть это минус где-то 10 баксов. Примерно там, 45 баксов за счет того, что я оплатил накопленными там какими-то безумными монетами. Кстати, скоро на канале выпущу ролик по поводу, как часть покупки оплачивать на AliExpress с этими монетами. За такую цену, до 2000 гривен, до 50 долларов, я думал, что я получу полное Г. Но полное ли это Г или нет, сейчас с вами разберем. Итак, сравнение в плане размеров и габаритов слева справа, справа налево. Это мой текущий, да, шлем летний, которым я откатал, можно сказать, 2 сезона. Это, собственно, тот, который только что был на мне. А это зимний, который, до сих пор, в принципе, я вожу, ношу и греюсь в нем. По моему убеждению, шлем должен сидеть на голове монолитно. В конце ролика я добавлю вставочку, собственно, как он выглядит во время езды, как он болтается, не болтается, все дела. И, может быть, кому-то поможет в выборе. Итак, что касается этого шлема, вы размер видите, да? То есть по сравнению с текущим он и меньше, и ниже, и козырек меньше. То есть это, можно сказать, такой себе, как более велосипедный, что ли. По сравнению с зимним он, почти один в один. То есть размеры, почти идентичные. Как длина козырька, так и вынос подбородка, размер, ширина, длина. Можно даже, знаете, сказать, что размер собственно, головы, самой головы за счет меньших подушек, да, тут подушки такие совсем как бы утрамбованные, а тут подушки прям такие мотоциклетные, такие суровые. Когда надеваешь шлем, то у тебя щеки прям вглубь черепа вдаются. За счет этого, мне кажется, этот шлем даже выглядит немного поболее. Если говорить про минус, основной из минусов этого шлема, который, это смешной минус, но он лично для меня, просто, как, не знаю, ложка дегтя в бочке с медом, это короткий козырек. Видите, тут дырка, это дырка, отверстие. Это отверстие для
зеркало. И, как вы видите, зеркало у меня без всяких прибамбасов, без всяких переходников, то есть я привинтил оно как есть. И когда на коротеньком козырьке это зеркало сильно близко к глазам, то, ну, можно немного стать косоглазым. То есть лучше, чтобы зеркало отодвинуто было от лица больше. Вот на таком козырьке или на таком козырьке оно отодвинуто больше, и это больше комфорт дает. Так, этот шлем мы убираем, оставляем 2. Кто у нас выйдет в полуфинал, кто у нас выйдет в финал. Друзья, что касается ощущения на голове. Конечно же, во время езды, ветра, возможно, этот козырек будет задувать, будет подкидывать, да, голову больше. Но сейчас в спокойных условиях масса, мне кажется, плюс-минус одинаковая. Что касается мощности подбородка, по сути, вот эти вот full face шлемы, они покупаются за счет вот этой вот дуги для подбородка. Если в прошлом шлеме это автор, да, автор Крик full face шлем, кстати, видео, обзор про него я уже делал, ссылочка под видео или в вашей подсказочке будет. Так вот, если тут, вот заметьте на минуточку, как движется дуга подбородочная, да, вот я 2 руками ее сжимаю в районе щек. Видите, сжимаю, разжимаю. То есть реально, вот смотрите, я ее сжимаю и разжимаю. Посмотрите, как пластилин. Боюсь сломать. То в этом шлеме ни о каких вот таких вот нагрузках боковых тут речи вообще не идет. То есть, ну, это разве что он треснет. Хорошо это или плохо? То есть, в каком случае? Что лучше? Чтобы оно вот такое было податливое или чтобы оно было монолитное? Я, честно говоря, не знаю, затрудняю. Напишите в комментариях, как вы считаете, что более правильно, чтобы оно было вот такое податливое или чтобы монолитное. Следующее, по сравнению со следующим нюансом, который тоже, ну, возможно, для некоторых будет важен, это вот эта вот сеточка. Сеточка в районе рта. Тут ее нет. То есть, видите, такой вот Дарт Вейдер без сеточки. Клеить ее или не клеить, вопрос риторический. Вроде бы за все время как бы мне мухи не залетали. Ну, посмотрим. Будут залетать, что-то придумаем, что-то приклеим. По поводу воздухопроницаемости, плюс-минус оба шлема одинаковые. Я имею в виду, что количество отверстий, количество вот, размер отверстий, количество залетаемого воздуха плюс-минус одинаковое. Из того, что мне понравилось в новом шлеме по сравнению со старым. Старый отодвигаем. Первое – это подухи. Да, вот эти вот подухи, они не лепятся на клейкую какую-то ленту, да, а они пристегиваются. То есть вы можете просто взять, отщелкнуть, постирать и обратно прищелкнуть. В прошлом шлеме оно клеилось на лайкру, или как она там правильно называется, и может, вы даже просто во время того, как надеваете шлем, можете просто щекой эту подуху в том шлеме сдвинуть со своего рабочего места. Следующий момент – это вот эта вот штука, которая регулируется. И самое интересное, если вы заметили, то ее можно отсюда просто извлечь, снять. Шлем будет одноразмерный. Без вот этой вот штуки мне он, ну, наверное, большеват, великоват. С этой штукой, ну, по 10-бальной шкале я бы поставил, наверное, 8. То, как он у меня держится на голове. Вот тот вот шлем зимний, вот он у меня держится на голове 10 из 10. Вот четко прям вообще вот просто. Следующий плюс этого шлема по сравнению с прошлым – это застежка. Я не знаю почему. Вот тут застежка такая, там застежка точно такая же. Но с ней постоянно были какие-то проблемы. Они то куда-то уезжали, то съезжали, то одно, то второе, то третье, то как-то перекособачивались. То вот эта вот резинка, она как-то уезжала, видите, вот тут вот резинка, и хвостик, он куда-то убегал. То есть я уже думал для того, чтобы просто намертво прострочить. Ну, короче, какие-то были нюансы, какие-то были моменты. В этом шлеме пристегнул, никаких проблем нет.
Плюс вот эти подушечки, которые уходят у вас под подбородок, да, это, конечно же, плюс по сравнению с тем шлемом, где таких подушечек нету. То есть вам не шлейки упираются в подбородок, а вот подушечка. Вообще, вы знаете, вот считается, что первое впечатление, оно самое натуральное, оно самое правильное. И у меня вот первое впечатление вот касательно этого шлема только положительные эмоции. То есть каких-то мега отрицательных у меня нету. Есть некий момент свободы, да, то есть непривычки. Этот шлем у меня как бы меньше по размеру. То есть если говорить про размер этого шлема, то это у меня вообще была чуть ли не М-ка, что ли, размер 54-57, ну, в зависимости от регулировки. Этот шлем тоже М-ка, видите, вот там вот в глубине написана буковка М, но если тут М-ка 54-57, то в этом шлеме продавец называет М-кой 55-58. То есть, в принципе, разница небольшая, но как бы нюансы есть. За все время и этот шлем, и зимний шлем у меня неоднократно падал. На зимнем шлеме у меня аж треснул козырек. Вот тут вот. Я успешно его то ли суперклеем, то ли эпоксидкой залил. На летнем шлеме сколько раз он у меня падал, ничего с ним не приключилось. Визуально этот шлем, если говорить, знаете, вот как про пошив одежды, пошив сумки или пошив рюкзака, когда могут торчать какие-то швы, то визуально я не вижу тут к чему придраться. Какие-то залысины или какие-то там лужи вытекшего клея я не наблюдаю. То есть подушки ровные, приделаны ровно, никаких тут каких-то изысков или каких-то нюансов, минусов я не вижу. Все вылито, все четко, все ровно. И по сути, если говорить про сам шлем, это скорлупа, это пластик. И это внутренний вот этот вот, я не знаю, как его правильно, поправьте меня, пенопласт, не пенопласт, который, собственно, съедает силу удара, распределяя ее по всему шлему. Если вы присмотрелись уже, то, скорее всего, вы видите, что при желании эту челюсть можно отвинтить. То есть изнутри мы откручиваем вот эти два болта и получаем просто шлем, как для велосипеда. Болты эти скрываются вот под такими вот заглушечками мягкими. Мне кажется, это достойно уважения, чем если бы просто оно торчало изнутри какая-то гайка. Если вы хотите посмотреть, как в движении, как на улице выглядит этот шлем на голове во время езды, мои впечатления, мои мысли при езде в этом шлеме, не переключайтесь. Друзья, ну что вам сказать, я выбрался, протестировал шлем, сейчас за окном 10 мая, как вы понимаете, еще не лето, но уже не зима, и на сегодняшний день вот этот шлемок, как по мне, самое то. Проехал я, чтобы вы понимали, ну, километров, наверное, 20 на колесике, да, то есть это ЭКС 18L у меня, уже 2 индикатора погасла. Проехал на скоростях до 50 км в час. Абсолютно, что я могу сказать по шлему, абсолютно не жарко, если сравнивать с моим прошлым шлемом, летним, который, кстати, на который я делал тоже обзор, ссылочка под видео или в всплывающей подсказочке можете посмотреть. По сравнению с ним, ну, ощущение жары, да, ощущение проветривания абсолютно идентичны, то есть реально одинаковые, ни жарче, ни холодно. Может быть, я просто как бы так привык, да, что у меня везде, видите, тут отверстие, и везде все продувает. Ощущения нормальные, но целостность, именно вот целостность, да, вот как он сидит на голове, такая влитость, в этом шлеме мне нравится больше. Плюс в этом шлеме мне нравится большая челюсть по сравнению с прошлым, где челюсть, она такая, знаете, вы ее можете даже рукой сжать, с двумя руками сжать. Хорошо это или плохо, как бы решать вам, но сам факт. Результат. Этот шлем я себе оставляю, прошлый шлем я продаю. Кстати,
если вы смотрите это видео, вы можете тоже, находясь в Украине, купить вот этот шлем, который я вам сейчас показываю. Шлем с AliExpress, цена топчик, сидит отлично, не жарко, не холодно. До новых встреч на видосах. Всем пока. Пальцы, комменты, подписки, ну, конечно же, вы это сами все прекрасно знаете.